Когда кто-то узнает, что ты называешь себя художником, люди часто приходят к тебе с просьбой что-то нарисовать. А нарисуй мне вот это. И на твой ответ, что ты это не умеешь делать, ты иногда слышишь. Но ты же художник, ты должен уметь делать все. И в этот момент ты начинаешь сомневаться в себе. Думаешь, а имею ли я вообще право называть себя художником, если я чего-то не умею? Если я не могу нарисовать любой стиль, любой объект, любую идею, но художник не обязан уметь рисовать все. Привет, меня зовут Мэри Лас. И сегодня мы поговорим о том, почему быть не идеальным во всем – это нормально. Думаю, для людей, которые сами рисуют или близко знакомы с творчеством, наоборот, было бы странно услышать, что кто-то умеет делать все. Обычно мы находим то, что нам нравится, и начинаем развиваться именно в этом направлении. Кто-то больше рисует портреты, кто-то персонажей, кто-то животных, кто-то работает с реализмом, а кто-то со стилизацией. И когда ты долго занимаешься чем-то одним, этот навык, конечно, начинает развиваться сильнее остальных. И это нормально. Если человек годами рисует в основном портреты, то странно ожидать, что он внезапно сядет и без подготовки сделает точно чертеж дома. Особенно если раньше он с этим никогда не сталкивался. И это не значит, что он плохой художник. У него просто другой опыт. И мне кажется, что это важно разделять. Я помню, как ко мне пришел комментатор и начал доказывать, что я не умею рисовать ноги, что они у меня странные, неправильные, вообще выглядят плохо. И сначала я, конечно, начала загоняться. Я подумала, да, он прав, я ничего не умею, я плохо рисую. Но потом я остановилась и вспомнила, что до этого момента я почти каждый день рисовала в основном аниме-персонажей до середины тела, а персонажей в полный рост я делала намного реже. Чаще всего, только если кто-то ставил автоставку с этой дополнительной функцией. То есть, я не рисовала ноги постоянно, я не практиковала их так же много, как лица, волосы или верхнюю часть тела. Логично, что этот навык был слабее. Но это не значит, что я не старалась, когда выполняла эту часть работы. И это не делает меня плохой в рисовании. Это просто значит, что есть область, в которой у меня меньше опыта. И если я захочу ее улучшить, мне нужно будет не ненавидеть себя за ошибки, а просто больше практиковаться. А еще мне кажется странным, как легко мы можем обесценить свою работу из-за одного человека. Один комментарий и все. Ты уже забываешь, сколько времени потратила на рисунок, сколько старалась, сколько деталей продумала. Забываешь, что в этой работе могли быть сильные стороны. В голове остается только одно. Мне сказали, что это плохо. И самое обидное, что в эти моменты мы слышим часто только этого человека. Не тех, кто нам пишет, какая работа красивая, не тех, кто поддерживает нас морально, не тех, кто покупает наши работы и следит за нами, ждет новые арты и правда ценит то, что мы делаем. А одного человека, который написал гадость. Мы начинаем смотреть на свою работу его глазами, будто его мнение важнее всех остальных. Будто именно он увидел правду, а все остальные просто не заметили. Но чаще всего мы даже не знаем этого человека. Мы не знаем, кто он, что он вообще умеет и зачем он это написал. Возможно, в жизни мы бы даже не общались, и мы бы никогда не стали друзьями. И скорее всего, этот человек никогда бы не стал твоим покупателем, зрителем или тем, для кого ты хочешь вообще создавать свои работы. Тогда зачем отдавать ему столько сил и нервов? Иногда человек пишет неприятные вещи не потому, что он хочет помочь, а просто, чтобы сказать гадость ради гадости. Чтобы почувствовать себя умнее, внимательнее, выше, чтобы потешить свое эго. Вот я заметил то, что другие не заметили. И да, возможно, в его словах может быть часть правды. Возможно, там действительно есть ошибка, но это не значит, что он имеет право обесценивать всю работу. И тем более мы сами не должны себя обесценивать вместе с ним. Можно услышать критику, можно заметить для себя: да, окей, эту часть мне стоит подтянуть. Можно стать лучше, если ты сама этого хочешь. Ты продолжишь рисовать, ты продолжишь учиться, ты станешь лучше. А этот человек, скорее всего, так и останется просто случайным комментарием под одной из твоих работ. Один неприятный комментарий не должен звучать громче, чем все люди, которые нас поддерживают. И не стоит забывать, что картинка всегда смотрится целостно. Человек не смотрит так же, как художник. Художник видит каждую ошибку, каждый странный момент, каждое место, которое хотелось бы сделать лучше. А обычный зритель видит работу в целом. И скорее всего, он заметит не все. Может быть, он увидит только 30% из того, что ты на самом деле сделала. Но при этом он может зацепиться именно за твою сильную сторону. Не за то, что где-то не получились руки, где-то странная анатомия, или какая-то деталь могла бы быть лучше, а за красивое лицо, цвета, эмоции, дизайн персонажа или настроение работы. Твоя аудитория — это люди, которым правда нравится то, что ты делаешь. И они сделают акцент на том, как ты постаралась, на том, что в работе получилось и что им понравилось. И не будут смеяться над твоими неудачами. Важно разрешать себе быть художником, который все еще учится. Если мы начнем думать, что мы уже должны уметь все, то мы перестанем пробовать новое, потому что новое
всегда получается не идеально. А изучать новое — это интересно. Интересно пробовать другие позы, цвета, фоны, одежду, детали. Интересно видеть, как то, что раньше не получалось, постепенно становится лучше. Но ты не обязан уметь все прямо сейчас. И не обязан изучать только потому, что кто-то сказал: ну ты же художник. Ты можешь развиваться в своем темпе и выбирать то, что тебе интересно. А еще важно сравнивать себя не с каким-то крутым художником из Твиттера, у которого уже много лет опыта и сотни работ за спиной. Он тоже когда-то чего-то не умел. Он тоже учился, ошибался, переделывал и смотрел на свои старые работы с мыслью: да, сейчас я бы уже сделал лучше. И даже сейчас он, скорее всего, продолжает учиться. Просто с каждым разом у него получается лучше и увереннее. Поэтому честнее сравнивать себя не с ним, а с собой и с тем, как ты рисовала раньше. Как раньше не получалось, а сейчас получается чуть лучше. Что ты раньше боялась, а сейчас уже пробуешь. Не каждый рисунок должен быть идеальным. Иногда это просто опыт, попытка или шаг вперед. Я не идеальный художник, и это нормально. Спасибо, что посмотрели. Я Марилас, и увидимся в следующих видео.